В прошлый раз я облажался, серьезно. Я по незнанию сварил полынь, убив все свойства. И потом удивлялся, почему она не работает. В комментариях меня просветили, и сегодня мы делаем все по науке. Правильный настой, и на этот раз бактерии и черви. Убьет ли на этот раз полынь хоть кого-нибудь, или опять будет провал? Смотрите до конца, будет неожиданный финал. Приветствую, друзья, на канале Под микроскопом. С вами Виктор, и сегодня у нас детектив с продолжением. Финал, которого решаете именно вы, наша умная и подкованная аудитория. Прежде чем начать, хочу предупредить, что это не руководство к действию, а лишь наглядный эксперимент. Я не врач, не фармацевт и не имею никакого отношения к медицине. Я просто любопытный человек с микроскопом, который показывает, что происходит в микромире при контакте с разными веществами, которые вы сами и просите. Не занимайтесь самолечением. Все, что мы тут делаем, это исключительно в познавательных целях. Итак, в прошлом ролике был полный конфуз. Во-первых, моя полынь, мягко говоря, вызывала вопросы, могла быть старой или вообще не той. А во-вторых, и это главное, я ее неправильно приготовил. Спасибо огромное за ваши комментарии, вы настоящие эксперты. Многие писали: «Виктор, нельзя кипятить, нужна вода 60 градусов и настаивать в термосе несколько часов». Что ж, учась на ошибках, я так и поступил. Вода 60 градусов, термос, ровно 5 часов ожидания. Вот он, наш исправный, правильный настой из той же сомнительной полыни. Теперь-то у меня не будет оправданий. А теперь давайте познакомимся с нашими сегодняшними героями. Их у нас целый зоопарк. И я специально их развел для таких вот испытаний. Сегодня инфузорий трубачей не будет. Пожалею их, бедняги и так пострадались от нашего канала. Сохраню популяцию им. Представляю нематод. Вот они, звезды сегодняшнего шоу. Разных размеров, от малявок до настоящих гигантов микромира. Смотрите, какой толстяк. Все невероятно активные и живые. А это настоящее чудо. Яйцо нематоды. Увеличение 2000 крат. Запись ускорена в 8 раз. Видите, как внутри уже шевелится жизнь. Фантастика. Теперь бактерии. Их здесь миллионы. Они прям кишат. И ими-то как раз и питаются наши маленькие нематоды. Посмотрите на разницу в масштабах. Вот червь. 40 крат. А теперь увеличим до 2000 крат. И видим эти маленькие бактерии. Колоссальная разница. И, конечно, целые полчища мелких инфузорий. У них жизнь протекает бурно. В общем, микроскопических жителей выше крыши. Полыни есть с кем бороться. Итак, момент истины. Угощаем нашу микровселенную каплей целебного. Надеемся на стоя полыни. Что видим сразу? Кажется, тишина. Движений нет. Неужели полынь сработала мгновенно? Давайте увеличим до 100 крат. А вот и нет. Жизнь есть. Наши бактерии оказались крепышами. Куда камеру не наведи, они повсюду. Смотрите, 400 крат, жизнь кипит. 2000 крат, вот они, во всей красе. Разные формы, палочки, шарики, какие-то спиральки. Одни еле ползают, другие носятся как угорелые. Предварительный вывод, что наша, напомню, возможно просроченная, но правильно приготовленная полынь с бактериями не справилась. Но это только предварительный вывод. Ладно, бактерии это невидимые титаны, но что с более сложными жителями, инфузориями? А тут картина уже драматичнее. Все, абсолютно все маленькие инфузории погибли. Я даже заснял момент их агонии. Давайте ускорим запись. Смотрите, вот одна замирает. Вокруг нее продолжают быстро и беспорядочно двигаться туда-сюда беспечные бактерии. Вот еще 3. И еще. Печальное зрелище. Эти трупики скоро станут обедом для тех самых выживших бактерий. Такой вот круговорот веществ в микромире. А вот тут странное явление. Видите, у многих погибших инфузорий что-то выпирает из оболочки. И что интересно, это что-то то увеличивается, то уменьшается. Что за явление? Кто знает из биологов, пишите в комментариях. Интересно разгадать эту загадку. В общем, с инфузориями полынь расправилась жестко. И я бы сказал, даже с каким-то извращением.
Последние и самые крутые бойцы – это наши нематоды. Смогла ли полынь одолеть этих бронированных червей? И тут неоднозначный результат. Можно записать в небольшую победу полыни. Часть нематод погибла или впала в ступор. Другие сильно замедлились, двигаются вяло, с паузами. Остальные ведут себя странно, дергаются, будто с нервным тиком, выглядит неестественно и жутковато. Смотрите, вот одна полностью обездвижена, можно хорошо разглядеть внутреннее строение нематоды, а рядом с ней на хвостике, похоже, будущий инфузорий или еще кто-то. Каков главный результат после всего, что мы с вами увидели? Первое. Бактерии победили, полынь им нипочем. Второе. Инфузории полностью уничтожены. И третье. Нематоды понесли потери. Выжившие получили нервный шок. Вывод. Комментарии были на 100% правы. Способ приготовления – это все. Даже моя сомнительная полынь, приготовленная правильно, показала эффект. В отличие от прошлого раза, когда я ее сварил и разрушил все активные вещества. Почему так? Скорее всего, полынь содержит вещества, например, туйон, горечи, которые токсичны для простейших, инфузорий. И мелких многоклеточных, нематод, но для бактерий, у которых совсем другая биохимия и клеточная стенка, они не так страшны. Это важно понимать. То, что убивает червя, не обязательно убьет бактерию, и наоборот. Эксперимент окончен, но история нет. Этот результат меня не удовлетворяет, ведь полынь была не очень. Предлагаю вам поделиться проверенным рецептом приготовления полыни для подобных целей. Я обязательно найду хорошую полынь, и мы проведем этот эксперимент снова, чистый и честный. Обещаю. Если вам было так же интересно, как и мне, поставьте лайк этому видео, это лучшая поддержка для канала. Подписывайтесь на канал под микроскопом и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить нашу реванш-битву с полынью и новые путешествия в микромир. Спасибо, что были с нами сегодня. Помните, мир под объективным микроскопом невероятен и полон загадок, и мы будем разглядывать их вместе с вами. С вами был Виктор, до новых встреч в следующем видео и не болейте. Пока-пока.